это канал Loud Sound. И в этом выпуске вы увидите изменения в правилах DB Drag, громкий Халк и история студии Автостиль, два проекта от студии Cosmo Sound, черная Лада Гранта от пацанов, компания Альфард приготовила сразу две новинки и про российский велозвук. Соревновательный формат DB Drag изменил некоторые правила, к примеру, такие как отмена класса SST 500. Многие просили нас рассказать об этом и дать какие-то комментарии. Мы в свою очередь задали вопрос президенту DB Drag Россия Алексею Строганову. Алексей пояснил, что класс SST 500 был убран в связи с низкой заполняемостью, и вместо него теперь будет класс Street Stock со стеной. Также Алексей рассказал, что класс Street Trunk был переименован в класс Street Stock Trunk. Это никак не повлияло на правила класса, просто сделано для того, чтобы классы дивизиона Street Trunk называли все одинаковым образом. Также в классах Deathmatch был добавлен класс Super Street X, которого не было в прошлом году. А также введены ограничения по частоте в верхних классах до 45 Гц, чтобы дать возможность повседневным машинам легко конкурировать с боевыми машинами, у которых частоты настройки оформления близки к 80 Гц. И на 45 они все сильно теряют в КПД системы. А теперь мы перемещаемся в Поволжье, к Диме Щепакину и его студии Автостиль Арзамас. А вернее даже не так. Самую громкую студию Поволжья. Дим, ну ты же сам знаешь, кто у нас самые громкие. Не забывайте, что самые громкие это мы. Свою автозвуковую карьеру Дима начинал еще в 2006 году. Эх, были времена. Вспомните, как сейчас девочки ходят на соревнованиях. В коротких юбках, в декольте, бывает даже вообще в бикини. А раньше они ходили вообще обнаженные, с голыми сиськами, я серьезно. Эх, были времена. Кто не понял, я потроллил. Сиськи действительно лишние, потому что этапы посещают и дети. Ну ладно, сиськи сиськами, поехали дальше. Уже в 2010 году Дима взял серебряного чемпиона России по качеству звучания на своем автомобиле Ford C-Max. В ней тогда стоял 53-й Альп связки 701 процем, твиттера DLS Скандинавия, средние частотники Morel SMD 88, Midbass 16 полк МОМа, сабвуфер Peerless 10 и усилители на SCVC Audison RLX 4. Кстати, хороший уси. Также была четырка, собранная на двух 18-х прайдов S-серии, и моноблок 10 киловаттник тоже прайд. Средний ее результат на 30 секундах был 156 дБ в 2014 году, и уже в 2015 году он стал серебряным чемпионом России в классе бассбоксинг в тяжелом весе, и в 2016 году также серебряным призером в этом же классе, только уже в среднем весе. Ну и конечно же нельзя затронуть их Opel Frontero. Нереальным басом, нереальным фронтом. Тут зеленый автомобиль, Халк был выбран, мощный и без мозгов. Этому автомобилю в этом году исполняется 25 лет. Команда Автостиль посетила более 15 этапов соревнований по автозвуку и завоевала на Opel 28 наград. Автомобиль своим ходом проехал от Урала до Юга, и общий пробег был 18 тысяч километров. Основная ставка делалась на фронт, так как басовое звено немножечко не дотягивало до суровых и опытных испельщиков. А вот тут не. Там стоит 3 моста 4000-ника, во фронтальной части 12 пар MX-60, 4 пары Т-35, но это на лайт режиме. В соревновательном же режиме подключаются еще дополнительные подиумы в боковые стекла, и там еще 8 пар. В тыльной же части 4 пары динамиков, широкополосные усилители, и общая суммарная мощность этой тачки 24 киловатта. Основными наградами в сезоне в 2017 были чемпионские места. Если вы хотите побольше узнать об этом автомобиле, вы сможете посмотреть обзор на него на нашем канале. Интересно, а кто мощнее, Халк или Молот Моца? А теперь мы отправляемся к пацанчикам из ЕКБ со студии Cosmo Sound. Они те еще тролли, я чуть позже расскажу. И их двух проектов, тринашки и Ford C-Max. И начнем, пожалуй, с Форда. Состав системы на 2017 год был моноблок Quasar 20К, питание 700 литий, генератор 220 ампер, 6 пар 20-ок Dynamic State и 4 пары рупоров, тоже Dynamic State на неомоторах. Оформление Bandpass 4 на 6 15
пятнахах Pride T15. Спросите, валит ли она? Конечно валит. Конкретно валит, глаза вырывает. Рейс на соревнованиях показал 161,5 дБ. А вот тут не пизды. Сколько они тогда лобовых повалили? В районе 7, да? И 2 из них было бронированных по 7,7 мм. Нехило так. Но это не понты, правила не разрешали больше 8 делать. Как они тогда Витю подъебали на сходке? На данный момент фронт переделывается полностью на железо ГЗ. По информации будет стоять 2 секции лития 700, 2 моника Квазар 20К и сабовое звено 6 пятнашек ГЗ. Фронт и тыл также будет стоять на компонентах ГЗ. Форд будет выступать как и от студии Cosmos Sound, так и от команды ГЗ. Хороший будет проект, главное, чтоб не сгорел. Ну а теперь о Тренахе. По системе будет установлен моноблок Квазар 30. Оформление скорее всего останется таким же, Бандпас 6. Но сабовое звено изменится также на 4 пятнашки ГЗ. Фронт будет также стоять на 16 пар ГЗшек на неомоторе. Как говорят сами ребята, система строится не для соревнований, а просто повседневной машины. Так все говорят, да? Потом результат на датчике появляется, они говорят, вот, блядь, у нас результат. Далее черная Гранта Дениса Пантыгина. Вот это реально тачка сделана для пацанов. Тонировочка, пневмоподвеска, музончик, все по ГОСТу. В прошлом году тачка была построена во фронтальной части на компонентах Урал. Это 4 пары 20-х Патриотов, 2 пары рупоров 60 Neo, 3500 моноблок, сабовое звено Pride T15. И уже в прошлом году ребята завоевали на этой системе призовые места. На 2018 год Гранта подверглась некоторым изменениям. А именно фронт был переделан на 8 пар соло второй версии, 4 пары рупоров 25 Neo. Сабовое звено осталось без изменений. Действительно достойно выглядит тачка и стиль подобран соответствующий. Пацаны, вы когда будете крышу перетягивать, напишите нам, мы вам специалиста дадим. Моя любимая конфигурация. Верх обшит алькантарой. А теперь мы расскажем про велозвук. Это направление появилось не так давно в России, но уже хоть небольшими оборотами, но набирает популярность. И лично я полностью поддерживаю это направление, так как по сути это одна из возможностей маленьким ребятам или тех, у кого еще нет прав, спокойно кататься и слушать громкую музыку. Но давайте коснемся одного из первооткрывателей велозвука в России, Макса Абрарова из города Тамбов и его топового велика на топовых тапочках. По составу системы там стоит за место головного устройства iPhone 5s, усилитель Pride Quattro, 3 пары Emerald, 4 рупора Урал и AGM Delta на 75 ампер-часов. Интересно, генератор в такие системы ставится? Ну а чё, подцепил гену генератору и попер по полной программе. Шутки шутками, а автозвук также начинал со стены Савалов. А сейчас чё? Я реально не удивлюсь, если лет через 5 и велики калитки начнут ставить. Компания Alphard сделала ход конем и выпустила сразу 2 новинки в категории среднечастотники с очень оригинальными названиями – Сильвестр и Арнольд. По утверждению самой компании, динамики являются одновременно и самыми громкими и качественными. Огромное усилие наше было нацелено именно на качество, на натуральность и одновременную громкость. Динамик Сильвестр обладает мощностью в 150 Вт РМС, чувствительностью 96,8 дБ и диапазон частот от 100 Гц до 13 кГц. Мотор исполнен комбинированный и на феерите, и на неодиме, что позволило получить сбалансированное громкое звучание. Ребята решили провести тест-прослушку Сильвестра и MX, дабы показать разницу в качестве звучания. Вот, собственно, сама прослушка. Арнольд же имеет большую мощность, чем Сильвестр, уже 200 Вт, диапазон частот точно такой же, как и у Сильвестра,
но чувствительность 101 дБ. И на данный момент, как утверждает сама компания, Это на сегодняшний день самый громкий динамик по размере 16,5 сантиметров. я надеюсь, они скоро попадут в магазин Loud Sound, и мы сможем либо подтвердить, либо опровергнуть эту информацию. Однако это не все новинки этой категории. Скоро ожидается выход еще одних среднечастотников с очень оригинальным названием. Но и это еще не все. Готовится к выходу динамики под брендом Loud Sound. Да-да, вы не ослышались. Но об этом в следующих выпусках. Это был канал Loud Sound. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вы, короче, знаете, что он делает, что я вам рассказываю. Всем пока, живите громко. Смотри, лодку Я делают. снимаю вообще-то. Посмотри, Это толщина что? лодки вот здесь такая. А какая, а что у него, пусть пуль должны Ты не стрелять? понял, посмотри, вот здесь такая, а вот тут чуть дальше уже толще. Так это лодка какая-то, наверное, просто чалтерская, да? Это питерская. Питерская, посмотри, карбон. Крутая, да? Перетянут. Отличный карбон. Посмотри, Натурально. перетянуто. А кто перетягивал? Да я откуда? А мы будем обзор лодки снимать? Давай. Вот процесс, давай, работай, а я буду снимать. Все просят процесс, как ты, вот эти вот штучки, приделывай клипсочки, как А ты, я не буду, как я ты сейчас порнуха делаешь? вообще, не знаю. Нет, почему. приделывай, красиво было. Ты сейчас приделал хоть какой-то процесс, типа. А, ну. Вот так и делается инсталляция Вот Loud Sound, да? Ну, всё. Вот и все. Потом дрелью, он делает дрелью, потом и вкручивает динамик, вот и все. И вам в пятки будет играть охуенная музыка. А почему она в пятки будет играть, Тигран?